Друзья, всем привет! В этом видео я затрону такую тему, как возвращение на родину определенной категории украинских беженцев из стран Европейского Союза. Да-да, друзья, есть украинские беженцы определенной категории, которые добровольно возвращаются в Украину. Если вам эта тема интересна, смотрите этот ролик до конца. Обязательно подпишитесь на мой канал, и вы будете владеть информацией. Итак, прошло 3 года войны в Украине. Она продолжается, к сожалению. Украинские беженцы в количестве примерно 5 миллионов 100 тысяч человек разместились по странам Европейского Союза и получили в этих странах временную защиту. И даже несмотря на то, что эти люди, украинские граждане, получили временную защиту, часть из них в определенных странах живет в состоянии незащищенности. Дело в том, что сейчас тенденция такова, что идет сокращение международной поддержки украинским беженцам страны, которые их приняли. Германия ничего не сокращает, поэтому в Германии украинские беженцы как получали социальные пособия изначально, так они и продолжают их получать. На Германии это не отразилось. Но такие страны, например, как Польша, Словакия, Румыния, Испания, Чехия, эти страны сокращают социальную помощь, пособия украинским беженцам. Дело в том, что в директиве, которой была введена временная защита в странах Европейского Союза, там указано, что страна, которая приняла и взяла под защиту украинских беженцев, должна их обеспечить минимальными условиями проживания. То есть минимальными. Например, если мы возьмем Германию, то Германия сразу махнула шашкой, сделала им такие же условия, как и гражданам Германии, которые остались без работы. То есть бюргергельд получают немцы, которые отработали по 20-30. Чехия поступила по-другому. Они там отдельно какую-то программу ввели для беженцев. Да, они там обеспечивают, дают социальную поддержку, но это минимальная поддержка. Была изначально, когда украинцы приехали, а сейчас, через 3 года, она еще сокращается. То есть они не могут отменить ее, но они ее, скажем так, минимизируют. То есть за те деньги, за ту социальную помощь, которую получают украинские беженцы там в Польше, в Чехии, в Румынии, в Болгарии, по сути прожить нельзя. То есть нужно выходить на работу. И это большая проблема. И эти люди незащищенные. И если еще трудоспособный может идти работать, то пенсионер работать не может. Его просто-напросто там не берут. Понимаете, в чем дело? И у него возникают огромные проблемы. Потому что на ту поддержку, которую он там получает, он живет. Но как он живет? Какое качество жизни? То есть он, по сути, бедный человек. Понимаете, в чем дело? И он себе ничего не может позволить. Грубо говоря, только на еду хватает денег. Вот и все. И сводят концы с концами. Кроме этого, украинские беженцы в странах Европейского Союза сталкиваются с бюрократическими перепонами. И вот эти все проблемы ставят некоторых украинских беженцев перед выбором. А что делать? Или дальше оставаться в Европейском Союзе, в той стране, которая приняла, да? Или вернуться на родину, в Украину, потому что там все-таки дом, знаете, своя земля ближе, там все знаешь и так далее. И многие выбирают добровольное возвращение. Возвращаются в Украину, и даже те есть, которые возвращаются к себе на родину, которая находится под оккупацией. То есть уже на территорию, которая захвачена Российской Федерацией. Летят в Шереметьево, это касается граждан Донецка, Мариуполя и так далее. Летят, там проходят контроль, ФСБ их там проверяет, кого-то пускает, кого-то не пускает даже домой к себе, человек там имеет недвижимость и так далее, да, и есть такие, которых не пускают. Там своя ситуация, я сейчас о ней рассказывать не буду. То есть, выбирают уехать назад даже в оккупацию. Почему происходит таким образом? Потому что украинское государство, на словах, на бумаге подписано все, что оказывает помощь по факту. Помощь никакую не оказывает, а даже если и оказывает помощь, то на эту помощь прожить нельзя. Поэтому люди
это все прекрасно понимают и уезжают к себе на родину, в оккупированную территорию. И таких людей ни в коем случае нельзя осуждать. То есть я, по крайней мере, их не осуждаю. Это их выбор. То есть у них в Европе волочат жалкое существование, там еле выживают на эту помощь. Ну, в основном это касается пенсионеров. Да? Молодые, те, кто трудоспособны, они устраиваются на работу и таких проблем не испытывают. Опять же, это касается пенсионеров, которые не проживают в богатых странах, которые платят довольно хорошие деньги. Например, Германия. Это касается там вот из Польши, Чехии там, и так далее. Временная защита для украинских беженцев в странах Европейского Союза официально продлена до марта 2026 года. И получатели временной защиты, украинские беженцы, имеют право в странах Европейского Союза, которые их приняли. Право, ну вы, наверное, уже знаете, какие права, это понятно, ну перечислю еще. Право на проживание, право на доступ к рынку труда, жилью, медицинскую помощь, социальную поддержку и школьное образование для детей. Но прошло 3 года, как я уже сказал, и эта помощь начинает ослабевать. То есть ее некоторые страны, которые я перечислил, начинают сокращать вообще до минимума. 14 февраля 2025 года Международная федерация Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, я буду называть Красный Крест, подготовила отчет. Значит, этот отчет был основан на опросах, которые были проведены в 6 европейских странах и в Украине. И опрашивали беженцев, если это касается европейских стран, которые приехали в Европу из Украины, и перемещенных лиц в Украине. То есть те, например, которые уехали из территории, на которых ведутся активные боевые действия, переместились в более безопасные районы Украины. Вот их опрашивали. Всего было опрошено 5500 респондентов. И вот что они сказали. То есть Красный Крест опубликовал этот отчет. Последние данные показывают, что через 3 года после начала перемещения финансовые трудности подталкивают многих беженцев к критической точке между тяготами перемещения и неопределенностью возвращения в потенциально опасные районы. Семьи борются с растущими расходами, безработицей и растущими долгами. Многие берут в долг только для того, чтобы позволить себе предметы первой необходимости, такие как еда, аренда и медицинское обслуживание. Но возвращение не означает стабильность. Они приезжают в дома, школы и больницы, находящиеся в руинах, и вынуждены восстанавливать их с нуля. Зимние условия в сочетании с энергетическим кризисом еще больше усугубляют уязвимость, в то время как задолженность домохозяйств и нехватка продовольствия растут. Из того количества жителей Украины, которые с восточных регионов Украины, где опасно реально находиться, где ведутся боевые действия, предфронтовые, скажем так, территории, уехали в другие части Украины. Так вот, через 3 года 27% этих перемещенных лиц внутри Украины, мы сейчас говорим о гражданах Украины, которые переместились внутри, они вернулись домой в прифронтовые области, там, районы и на участки, где ведутся боевые действия. А знаете, почему они вернулись? Потому что когда они приехали, к примеру, в Западную Украину, да, люди, семьи похватали все, дома, все осталось под бомбежками. Там местные жители не смотрели на них. Я не говорю о всех, но я говорю о большинстве жителей Западной Украины, в частности Львова. Они подняли арендную плату и просто на этих людях, на беде, начали зарабатывать деньги. В 2-3 раза арендная плата поднялась во Львове, потому что мест не было. Все были места заполнены этими перемещенными лицами. И люди, видя это отношение, у кого-то деньги были, кто-то там нашел работу, кого-то не брали, потому что русский язык тыкали, ты на русском языке, значит мы тебя на работу не возьмем. И это есть во Львове, и это правда. Значит, вынуждены просто из-за таких скотских условий. Государство, соответственно, мы сами прекрасно понимаем, может быть и помогало, но помогало минимально на ту помощь, которую оказывало украинское государство. Невозможно прожить и прокормить детей. По этой причине 27% мы видим, Красный Крест опубликовал отчет, вернулось назад. То есть лучше я поеду домой, потому что во Львове я и так, мне не за что жить, не за что аренду, работы нету и так далее. Поеду лучше домой, там хоть какой-то есть дом. Ну, да, опасность есть, снаряды летают, но это дом. Я там буду жить, хоть за аренду не буду платить.
Понимаете, будут там как-то концы с концами сводить. Таких 27%. Кроме этого, вот из этих 27% 79% людей перемещенных, которые вернулись в прифронтовые, прифронтовые территории Украины, они сообщили работникам Красного Креста о том, что там неудовлетворительные гуманитарные потребности. То есть они нуждаются, то есть там, понятно, инфраструктуры нету, магазины там через раз какие-то, где-то что-то может быть и есть, какие-то лавки деревенские и так далее. Более половины тех, кто возвращается в Украину, делают это из-за экономических трудностей. То есть они на новом месте не нашли способы зарабатывать. Там нищенское существование, грубо говоря, с воды на хлеб перебиваются. И, соответственно, возвращаются по этой причине домой. Потому что им там никто реально не помогает. А 23%, отмечают работники Красного Креста, сокращают потребление пищи из-за ее нехватки. То есть 23% просто людям нечего есть. Банально, да? Не знали вы? Вот это Красный Крест, Международный Красный Крест. В украинских новостях это не показывают. Ни один украинский журналист эту проблему не освещает. И эта территория касается подконтрольной Украине. Кроме этого, каждый третий, кто возвращается к себе домой, да, в прифронтовые территории, имеет долги. А 12% заявили, что они столкнулись с непосильной задолженностью, которую они не в состоянии погасить. То есть, поживя в других районах Украины, они там, я так понимаю, какие-то кредиты брали, у знакомых одалживали деньги, да, вот, и сейчас эти люди просто не могут отдать долги. Соответственно, такая же ситуация наблюдается и в странах Европейского Союза. То есть есть пенсионеры, которым максимально была сокращена помощь. Да? Ну, я не думаю, что они из Европы возвращаются в прифронтовые области. Я думаю, что они возвращаются домой, например, там, в Киев возвращаются, в Харьков, там, в Винницу, да, ну, но не в прифронтовые, там, где ведутся боевые действия. Но в основном уезжают из Европы это пенсионеры. Опять же, повторюсь, из тех стран, которые сократили до минимума поддержку. И на эту поддержку практически невозможно выжить. То есть надо идти устраиваться в Европе на работу. Ну, пенсионеров на работу не берут, по этой причине они возвращаются в Украину. Конечно же, в те места, где более спокойно. Если же, конечно, мы возьмем прифронтовую территорию, то, понятно, из Европы, наверное, мало кто возвращается в прифронтовую территорию. Вот такая ситуация. Ну и Красный Крест заявляет, что помимо того, что страны Европейского Союза сокращают украинским беженцам социальную помощь, которая находится по временной защите, так еще и международное финансирование Красного Креста тоже сокращается. И в 2025 году идет сокращение прогнозируемой международной помощи Красному Кресту, и это ставит под угрозу критически важные гуманитарные программы, которые планировал реализовать Красный Крест в 2025 году. В настоящее время Красный Крест столкнулся уже с дефицитом финансирования в размере 280 миллионов швейцарских франков для поддержания основных групп пострадавших украинских. Без срочного финансирования и политических действий мы подталкиваем людей к невозможному выбору: бедность за границей или небезопасные условия дома. Мы должны действовать лучше, сообщила Эббисон, региональный директор Красного Креста в Европе. Как мы видим, результат, как я уже сказал, таков, что из-за того, что сокращается социальная поддержка украинским беженцам в некоторых странах Европейского Союза, украинские беженцы, некоторые из них, в основном это пенсионеры, принимают решение вернуться в Украину. И этот процесс уже начался. Если будет сокращаться помощь и дальше, все больше и больше пенсионеров будет возвращаться. Ну и, конечно же, наверное, в будущем министр вновь созданного Министерства национального единства, когда появится эта статистика, будет, наверное, всем рассказывать о том, что смотрите, как работает эффективно Министерство национального единства Украины, как создали вот эти хабы в странах там, в Германии, в Польше, в Чехии, да, и видите, как эффективно работает, что какая статистика, сколько людей возвращается. Скорее всего, будет, наверное, оглашать именно эту статистику. Ну, а эта статистика связана вот с такими вещами. Друзья, что думаете вы по этой теме?
Может быть, кто-то из вас знает лично, например, семьи, которые пожили в странах Европейского Союза, и потом они приняли решение вернуться в Украину. И если вам не сложно, если вы знаете, по какой причине они решили вернуться в Украине, пожалуйста, напишите напишите об этом в комментариях, чтобы мы с вами эти вопросы обсудили.